Если у вас в холодильнике есть копченая курочка и хочется чего-то простого, но вкусного, этот салат как раз для вас. Рассказываю, как я его готовлю, а заодно поделюсь парой хитростей. Начинаю с курицы. Я взяла копченое куриное филе. Оно компактное, удобно режется и не нужно выбирать косточки. Нарезаю небольшими кубиками, но в магазине я видела и окорочка, и целые копченые тушки. Вот интересно, а вы какие части копченой курицы берете для салатов? Напишите в комментариях, мне и другим зрителям будет интересно почитать. Знаете, чем отличается филе от остальных частей? Оно чуть менее жирное, поэтому салат с ним получается легче, особенно если не перебарщивать с майонезом. Но если вы любите посытнее, можно взять мясо с бедер, получится сочнее и ароматнее. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик оповещений, чтобы не пропустить новые рецепты. Дальше беру свежий огурец, мою как следует, особенно если шкурка жесткая, лучше ее срезать. Нарезаю кубиком, не очень крупно, и отправляю в миску курицы. Огурец здесь нужен, чтобы добавить свежести, хруста и такой легкой водянистости, которая здорово освежает вкус. Теперь очередь консервированной кукурузы. Беру половину стандартной банки, жидкость сливаю. В салате она не нужна, высыпаю кукурузу туда же, в миску. А теперь пикантная нотка – чеснок. У меня 2 зубчика, но иногда беру и 3. Все зависит от настроения и от того, будет ли салат на праздничный стол или просто для себя. Мелко рублю ножом. Если чеснока под рукой нет, ничего страшного. Можно заменить на сушеный или вообще добавить щепотку специй с чесночным акцентом. Главное, чтобы был вот этот вот легкий шлейф аромата, но без перебора. Немного свежей зелени, у меня петрушка. Зелень добавляю в самом конце, чтобы она не потемнела раньше времени. Вы можете взять укроп, кинзу или зеленый лук, все, что любите. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под этим видео. Теперь заправка. Здесь все просто, майонез. Я беру немного, перемешиваю и смотрю по консистенции. Если кажется суховато, добавляю еще чуть-чуть. Но главное не утопить вкус, а только связать ингредиенты. Кстати, если майонез домашний, будет вообще идеально. Перемешиваю аккуратно снизу вверх. Салат получается яркий, контрастный и очень ароматный. Подавать можно сразу, а можно дать настояться в холодильнике минут 20. За это время чеснок и зелень раскроются и вкус станет глубже. Этот салат частый гость на моем столе. Он подойдет и для ужина, и как закуска на праздник. Если вы хотите сделать его еще интереснее, можно добавить немного твердого сыра, натертого на крупной терке, или пару вареных яиц. Тогда салат станет еще более сытным. Вот такой салат получился. С копченой курочкой, огурчиком и сладкой кукурузой. Просто быстро и главное вкусно. Но на этом видео не заканчивается. У меня для вас еще один рецепт, но не менее интересный и точно заслуживает внимания. Здесь тоже простые продукты, но результат приятно удивит. Вкусный, питательный и ароматный. Этот салат тоже готовится просто, но вкус у него получается очень насыщенный. Каждый компонент здесь на своем месте и точно не лишний. Один дополняет второй, оттеняет, третий дает текстуру. Такой салат смело можно подать и к будничному ужину, и к праздничному столу. Начинаю с шампиньонов. Они не только источник белка и витаминов группы В, но и прекрасная основа с насыщенным вкусом. Нарезаю их не слишком мелко, чтобы при обжарке осталась текстура, а не просто темные кусочки. Список всех продуктов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Следом за грибами беру репчатый лук. Нарезаю его полукольцами не слишком тонко. Он даст приятную сладковатую нотку, особенно после обжарки. Этот лук хорошо карамелизуется и становится мягким с легкой пикантностью. Теперь морковь. Нарезаю ее тонкой соломкой или брусочками. Так она не развалится при жарке и останется аппетитной на вид. Высыпаю грибы на сковородку с разогретым растительным маслом. Обжариваю пару минут на среднем огне, пока не начнут румяниться. Потом добавляю лук и продолжаю жарить еще 1-2 минуты, пока не появится аромат. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с другими. И вот она, морковь. Отправляю ее вслед за луком, чтобы овощи получились ароматными, довожу их до вкуса. Немного соли, черный молотый перец, щепотка копченой паприки. Если любите поострее, можно добавить щепотку острого перца или любимую приправу. Иногда я добавляю чуть-чуть сухого чеснока, он здесь тоже хорошо работает. Накрываю сковородку крышкой, уменьшаю огонь и оставляю все потомиться, чтобы овощи дошли до мягкости, но не превратились в кашу. В это время нарезаю соленые огурцы длинной тонкой соломкой. Они добавят яркую кислинку и нужный контраст
к жареным овощам. Пока все остывает, займусь яйцами. Понадобится 2-3 отварных куриных яйца, нарезаю кубиком, но можно и дольками, если хочется красивой подачи. Все по вашему вкусу. Когда овощи остыли, собираю салат. В миску отправляю грибы с луком и морковкой, соленые огурцы, яйца, консервированную кукурузу. Она добавит немного сладости, немного зелени, у меня укроп, ну и петрушка подойдет. Осталось только заправить. Использую майонез, но можно взять и йогуртовую заправку, если хотите чуть легче. Хорошо перемешиваю. Салат получается яркий, с насыщенным ароматом и разными текстурами. Мягкие грибы, хрустящие огурцы, сладкая кукуруза. Такой салат часто удивляет гостей. Продукты знакомые, а вкус свежий и необычный. Подаю его охлажденным в тарелке или порционно, как больше нравится. Можно украсить веточками зелени. Очень вкусно с ржаным хлебом или тостами. В конце видео в заставках вы найдете еще несколько рецептов. Приятного аппетита!